Приветствую вас в мастерской фабрики Ротека. Сегодня я вам покажу рисунок из ленты Гранж. Это наша новинка. Ее вы можете найти на московском сайте. Московское производство у нас начало выпускать вот такую шикарную ленту, которую можно использовать и для мебели, и для каких-то уличных изделий. Но мы сегодня и попробуем простое такое плетение. Называется оно брусчатка. Будем делать ее из разных цветов ленты, для того, чтобы мне было вам нагляднее показать, как оно складывается. Как я рассчитываю ленту для плетения, вот, например, такой корзинки или сумки или кашпо. Каждый вот этот цветочек состоит из двух лент. На один цветочек я беру 10-15 сантиметров каждой ленты. Вот у меня здесь 4 цветочка. Значит, я беру 50 где-то приблизительно сантиметров одной ленты и 50 сантиметров другой ленты. Но лента у меня, видите, метр. Это нужно для того, чтобы нам еще поднять бока. У нас остались хвостики, которые мы будем потом использовать для закрепления. Для выплетения вот такой 4 на 4 и с бортиком в 2 ленточки я беру 8 лент одного размера по метру. И 2 ленты я беру по 1,5 метра. Это для того, чтобы нам выплести вот эту окружность. Я взяла 4 ленты цвета Вирджиния. Вот такие они бежевые, красивые, с коричневым нанесением. Еще 4 ленты я взяла золото Гранж. Тоже такое как будто античное золото с черным нанесением. Одну ленту я взяла ультрамарин. И одну ленту я взяла винтаж. Для начала мы берем 2 ленты разных цветов. Лента Гранж имеет лицевую и изнаночную часть. На лицевой части есть нанесение матовое. Она достаточно плотная и очень хорошо плетется. Мы берем 2 ленты, складываем крест-накрест. Вот этот край и вот этот край у нас будут подниматься вверх. И поэтому мы делаем их короче, потому что нам нужно будет выплести всего 2 ряда. Вот эти 2 ленты будут у нас рабочие. Маленький краешек загибаем под верхнюю ленту. И у нас получается вот такой уголочек. Видите? Теперь мы берем вот эту ленту и загибаем под низ наискосок. У нас получается вот такой уголочек. У нас получается вот такое следующее действие. Теперь мы берем, накладываем сверху. У нас получается вот такой кубик. Но для того, чтобы его зафиксировать, мы берем вот эту коротенькую ленту и просовываем вот сюда в образовавшуюся петельку. Вот у нас получился первый элемент брусчатки. По сути, вот из таких узелочков мы будем делать дальше весь рисунок. Берем следующую ленту. Поступаем точно так же. Накладываем сверху. Делаем маленький хвостик, который у нас потом уйдет наверх. Получается у нас вот такая галочка. Рядышком с предыдущим узелочком. Заворачиваем эту ленту. Вот так у нас получается. Теперь накрываем сверху. И опять же просовываем в петельку, которая у нас образовалась. Вот видите, у нас получилось уже 2 рисуночка. Они идут вот как будто уголок к уголку. Берем следующую ленту. Золотую. И делаем все то же самое. Следующую ленту сверху, прям возле этой петельки. Отмеряем опять 30 сантиметров. Загибаем наискосочек. У нас получается вот такая галочка. Теперь берем вот эту ленту цвета золота. Наискосок тоже галочкой. Складываем ее в обратную сторону. И накрываем обе ленты. И у нас, видите, получился опять импровизированный кармашек, в который мы засовываем
ленту рабочую. Вот у нас, видите, получился следующий рисунок. Теперь мы уже ленты не добавляем, потому что у нас есть две ленты, с которыми мы можем работать. Мы берем эту ленту, чуть-чуть отступаем на ширину ленты, закладываем наискосок. Теперь закладываем это наискосок и кончик просовываем вот сюда в отверстие между квадратиками. У нас получается вот так. Накладываем сверху. Вот на этом цвете сейчас вот виднее получается. Видите, мы взяли и обкрутили. И теперь вот эту ленту мы засовываем вот сюда. И у нас получается, опять же, вот такой рисунок. Затягиваем все ленты в процессе. Из-за чего я беру от 10 до 15 сантиметров только, потому что момент натяжки у всех может быть разный. И поэтому чаще всего уходит где-то сантиметров 11, но плюс она жесткая и создает такой дополнительный объем за счет своей плотности. Идем дальше. Вот мы сделали 4 ряда. Здесь у нас хвостики по 30 сантиметров. Здесь у меня получились чуть побольше, потому что я на 10 сантиметров больше отрезала. Вот это у нас будет дном. Это будет коврик. По сути, вы можете сделать и такой коврик, и такой коврик. Здесь можно в эту сторону добавлять, здесь можно еще в эту сторону добавлять. Но мы, в принципе, рисунок разобрали. Теперь будем разбираться, как нам поднять стенки. С обратной стороны, видите, как он вот так выглядит. Снимать кверху бортик мы будем одной лентой. Я брала 1,5 метра. Смотрите, мы начинаем не с угла, начинаем откуда-то с серединки, потому что в углу потом сложно спрятать кончик. В серединке они заходят в один, и мы можем припаять. Вот берем середину. Золотую ленту, которая идет у нас из коврика, накладываем на длинную ленту, заворачиваем наискосок. Вот так у нас получается. Теперь берем длинный отрез, который у нас остался, проводим наискосок снизу и накрываем обе ленты. У нас опять образуется вот здесь кармашек, в который мы просовываем эту золотую ленту. Вот, у нас получается вот так. Теперь мы идем по ряду, заводим под низ рабочую ленту, которую я взяла новую. Вокруг нее делаем оборот галочкой. Теперь в отверстие продеваем длинную ленту, делаем оборот галочкой, накрываем сверху и опять же заводим в образовавшийся кармашек и вытаскиваем ленту. Так как мы начали с середины, я не начинаю с края, с угла, потому что в углу будет неудобно прятать хвостик. Я начинаю либо с середины, либо чуть-чуть отступаю. Получается, здесь я начала со второй рабочей ленты. Опять ленту, которая выходит из коврика, ею накрываю рабочую ленту, загибаю галочкой. Теперь длинную ленту также наискосок протаскиваю в отверстие между узелками и хвостик протаскиваю в образовавшуюся петельку. Здесь мы подошли к углу. Угол мы делаем точно так же. У нас, видите, идет смена лент. Это следующий угол. Здесь у нас цвет Вирджиния. Мы делаем то же самое. Заводим вниз лентой, которая выходит у нас с коврика, накрываем ту длинную, которую мы запустили. Заворачиваем галочкой. И здесь, видите, у нас маленькое отверстие. Но мы берем в это отверстие, оно у нас такое треугольное получится. Просовываем рабочую ленту.
Вот так. Накрываем обе ленты. У нас получается опять-таки петелечка, в которую мы заводим следующую ленту, которая идет у нас с коврика непосредственно. И здесь тоже хорошо затягиваем. Я потяну. Вот, видите, у нас получился вот такой уголочек. Дальше мы делаем то же самое по кругу до следующего уголочка и до конца. У нас получается все плетение соберется вот этой лентой, которую мы сейчас запустили. И ряд будет вокруг. Заводим снизу, накрываем этой лентой, делаем наискосок. Я закончила ряд. У меня остались два вот такие небольшие хвостика. Смотрите, что я делаю. Я обрезаю, чтобы было на размер ленты. Этот хвостик помещаю вот сюда, внутрь. Переворачиваю. Беру паяльник и припаиваю его ко второму хвостику. Я завершаю круг. Этот засовываю вот сюда, по ходу плетения прям. Получается, один уходит внутрь, другой выходит здесь снаружи. Снаружи я его уберу после того, как припаяю к нему второй конец. Беру следующую ленту. У нас эта лента ультрамарин. Поступаю точно так же, как с предыдущим рядом. Выбираю серединку. Сейчас я возьму вот с этой стороны серединку. Оставляю здесь небольшой хвостик, который мы потом будем прятать. Лентой, которая идет с основного полотна, обворачиваю вокруг наискосок. Теперь беру длинную ленту, обворачиваю вокруг наискосок. Получается вот так. Накрываю. И лентой, которая идет из основного полотна, просовываю в петелечку. Вот я сделала первую петлю. Затягиваю. Прячу. Накрываю лентой из основного полотна. Делаю оборот наискосок. Делаю оборот наискосок в отверстие, которое у нас образуется между двумя узлами. Затягиваю. Накрываю обе ленты. И лентой, которая идет из самой корзинки, делаю петельку. Подошла к углу. Вывожу ленту из основной корзинки наверх. Делаю наискосок. Опять наискосок. Треугольное отверстие, которое у нас получается в уголках. Если в основном, по основному полотну у нас получается квадратное отверстие, то здесь оно у нас получается треугольное. Ромбиком даже, не треугольное. Накрываю обе ленты и завожу ленту в петельку. Все, продолжаю ряд. Закончила я ряд. Для удобства, чтобы было удобно припаивать, я последнюю ленточку не просовываю в петельку, оставляю себе здесь зазор, чтобы не пожечь другие ленты. И припаиваю. Теперь заканчиваю плетение.
и отрезаю хвост. Вот такое лукошко у нас получилось. Здесь немножко больше лент вышло, потому что я всегда отрезаю с запасом. Теперь нам нужно убрать вот эти лишние края. В принципе, если мы лент взяли больше, мы можем сделать и выше такую корзину, но я показала вам рисунок и больше продолжать не намерена сегодня. Я края убираю паяльником. Выбираю, где есть самое большое прилегание, для того, чтобы у меня паяльник припаял две ленты, которые выходят, ну, чтобы момент склеивания получился. Беру вот так ленту в обратную сторону, натягиваю и потихонечку припаиваю ее. Делаю температуру поменьше, чтобы у нас быстро не обрезала, чтобы и наружная лента тоже прогрелась. И две ленты у нас спаялись. Срезала я просто все кончики, как я вам показала, паяльником. Если вы знаете способ другой, как можно прятать концы, пишите в комментариях. За счет того, что у нас очень крутые колера, видите, все цвета сочетаются. Несмотря на то, что я использовала 4 цвета, все выглядит достаточно гармонично и красиво, не броско. Эта коллекция доступна к заказу на нашем московском производстве. Сайт будет и ссылочка под этим видео. Летите с нами!